В этом уроке мы будем делать вот такую композицию, состоящую из двух сцен. И делать мы все это будем при помощи расширения RTFX Generator. Давайте создадим новую композицию. 25 кадров в секунду. И длительность будет 1 секунда 10 кадров. Сразу назовем композицию «Сцена 1». И давайте поместим в эту композицию видео. Видео уже заранее обрезано на нужном моменте. То есть нам понадобится вот этот момент чуть больше секунды. И первым делом мы сюда добавим такое большое облако дыма, которое будет вылетать из-под колеса. И чтобы найти подходящий элемент, переходим во вкладку Elements и выбираем категорию Smoke. Вот такой нам подойдет. Теперь давайте настроим расположение и повернем в нужную нам сторону. То есть будет располагаться примерно вот так вот. И увеличим Scale. Пусть будет вот примерно так, где-то 225%. И также давайте поменяем расположение Anchor Point. Выбираем вот этот инструмент или нажимаем Y на клавиатуре. Расположим Anchor Point вот здесь, в той точке, откуда дым выходит. Теперь все трансформации этого слоя будут происходить вокруг этой точки, будь то увеличение масштаба или поворот. Давайте сначала заанимируем положение этого дыма. И анимировать будем Rotation и Position. Открываем ключевые кадры. Перемещаемся на 10 кадров вперед. И меняем расположение. То есть сделаем так, чтобы этот дым, точнее его основание, двигалось за колесом. Перейдем еще кадров на 10 где-то вперед. Еще немного подправим. Давайте еще повернем. Еще немного вперед. И еще сдвинем дым. Вот так просто мы заанимировали. И теперь дым следует за колесом. Дым этот, конечно же, не должен быть таким светлым, и поэтому давайте его перекрасим при помощи эффекта Curves. И изменим график линии RGB следующим образом. Посмотрим теперь. Теперь, как мы видим, здесь довольно такой темный участок на самом видео. Поэтому давайте обрисуем часть видео маской и сделаем эту часть светлее. Для этого дублируем слой с видео. На видео уже наложен заранее был эффект Curves, чтобы немного откорректировать его по цвету, совсем чуть-чуть, как вы видите, просто сделать его немного светлее. И давайте этот эффект Curves немного изменим. Поднимем примерно вот так эту кривую. Теперь выделяем верхний слой и берем инструмент Pen Tool. Нарисуем маску какой-нибудь вот такой формы. Теперь давайте откроем настройки маски и увеличим параметр Mask Feather, чтобы размыть эту границу, чтобы она не была такой явной. И давайте немного еще осветлим это видео. Примерно вот так. Думаю, так будет достаточно. Посмотрим теперь.
Вот так гораздо лучше видно дым. Теперь давайте немного обрежем маской слой с дымом. Вот эта его часть здесь смотрится не очень, слишком уж часто и резко она дергается. Давайте слой с дымом тоже обрисуем маской. Выделяем его и также берем Pen Tool. На этом слое маску мы уже будем анимировать, поэтому давайте откроем настройки маски и заанимируем параметр Mask Pass. Давайте посмотрим, как это выглядит. Маску нужно еще немного подправить. И вот так спустя некоторое время маска готова. И анимирована она следующим образом. То есть сначала вот такие изогнутые края, потом они выпрямляются, потом держатся прямыми какое-то время и под конец снова искривляются. Теперь давайте продублируем слой с вот этим дымом и обрисуем еще одной маской. Уже верхний слой. Здесь форма маски будет попроще, просто эллипс. И у этой маски выберем режим наложения Intersect. То есть, если мы включим только ее видимость, мы видим, что остается видимым только вот это пересечение двух масок. И у маски 2 давайте Mask Feather немного увеличим. Опять же размоем границы этой самой маски. И вот этот дым давайте сделаем таким красноватым. Для этого выберем красный канал и изменим его кривую. Поднимем ее немного наверх, чтобы слой стал немного краснее. Можно еще увеличить размытие. И все-таки чуть-чуть убавить красного. Вот так, чтобы он был не таким навязчивым. Слегка красноватый дым. Вот так, думаю, нормально будет. Теперь давайте добавим немного огня, который как бы вылетает из глушителя. Уже будем настраивать его положение не возле колеса, а где-нибудь вот здесь. Для этого снова перейдем в расширение. Снова во вкладке Elements. Выбираем категорию Fire. И выберем вот этот элемент. Fire 36. И давайте его настраивать. Во-первых, давайте повернем его. Примерно на 90 градусов. И мы видим, что он немного изогнут как бы вниз. А нам нужно наоборот, чтобы он был изогнут немного наверх. Поэтому давайте откроем Scale. И отразим этот слой. Также давайте этот слой немного уменьшим. Примерно вот так. Снова поменяем расположение Anchor Point. Вот здесь поставим его у основания огня. Расположим где-нибудь вот здесь. И сначала давайте определимся, откуда будет начинаться этот слой. Например, с 9 кадра. И вот отсюда можем уже настраивать расположение. Давайте заанимируем Position и Rotation. Двигаемся на несколько кадров вперед. И перемещаем. И снова перемещаем. И этот слой тоже давайте обрисуем маской.
Передвинемся примерно вот сюда. И нарисуем какую-нибудь такую простенькую маску. Просто обрежем его нижнюю часть. Откроем настройки маски, снова сменим у нее режим наложения. Выберем Subtract. И расположим этот слой ниже, под слоем с дымом. Посмотрим, как выглядит. Теперь давайте добавим еще немного огня, но уже из-под колес. И вот в этом моменте получается так, что дым немного изогнут вниз, а огонь стелется вот так вот, как бы по плоскости. И огонь тоже хорошо было бы изогнуть немного. И в этом нам поможет эффект Mesh Warp. Давайте уменьшим количество вот этих квадратов. Сделаем 2 на 2. И теперь при помощи вот этой сетки мы можем искривлять слой как нам нужно. И теперь давайте поверх добавим еще немного дыма. Вот такой дым добавим. Перейдем примерно на 12 кадр и подвинем этот слой сюда. Давайте обрежем начало этого слоя, пусть начинается вот отсюда. Снова сдвинем Anchor Point, чтобы удобнее было редактировать. И расположим в нужном нам месте. И снова заанимируем Position и Rotation. И этот дым также сделаем темнее при помощи эффекта Curves. И немного увеличим масштаб. И теперь нужно добавить какой-то такой резкий выброс дыма. Снова найдем его в расширении, в той же вкладке Smoke. Вот этот самый первый дым подойдет. Добавим его. Давайте посмотрим, как он выглядит. Он довольно медленный, поэтому давайте стретч немного уменьшим. Сделаем, чтобы этот слой воспроизводился быстрее. И, как и все остальные слои, снова анимируем Position и Rotation, предварительно сдвинув Anchor Point.
Сначала у этого слоя давайте заменим цвет. Но цвет будем менять уже не при помощи Curves, а просто сделаем этот слой градиентным. И добавим эффект Gradient Ramp. Тип градиента выберем радиальный. Расположим градиент вот таким образом. Середину сделаем такой темно-красный. А на краях почти что черным. Вот таким. И снова немного изогнем этот слой при помощи Mesh Warp. Смотрим результат теперь. И давайте сделаем вот этот вот огонь посередине немного поярче. Для этого нам нужно будет добавить на него эффект Glow. На нем, как мы видим, и так есть свечение, но сделаем его еще ярче. Увеличим Glow радиус примерно до 200. А остальные настройки не трогаем. И изменим режим наложения этого слоя на Screen. Смотрим теперь. Теперь давайте добавим еще какой-нибудь небольшой элемент с дымом. Сделаем его посветлее. Давайте перейдем в раздел Fire. И добавим вот этот элемент Fire 12. Сразу давайте изменим цвет. Просто зальем его серым цветом. Для этого добавим Fill. Какой-нибудь такой цвет подойдет. И как у всех остальных слоев, меняем положение Anchor Point. И анимируем Position и Rotation. И поверх давайте добавим еще один дым, чтобы создать больше такой эффект глубины с помощью разноцветных дымов. Переходим в раздел Smoke. Smoke 15 нам подойдет. Поставим его с самого начала. Давайте его отразим по горизонтали. И как у всех остальных слоев, опять же анимируем Position и Rotation.
Давайте немного ускорим этот слой. Опять же, стретч сделаем 80. Давайте немного изменим масштаб. Увеличим его. Примерно до 120. И давайте изменим цвет этого слоя. Снова добавим на него fill. Сделаем его даже еще темнее. Такой прям почти что черный. Смотрим результат. Теперь нужно добавить еще пару мелких деталей. Например, давайте добавим такую какую-нибудь полосочку, которая будет пробегать вот так по всей длине машины. Для этого снова идем в расширение и во вкладке Elements выбираем категорию Lines. Вот такая линия нам подойдет. Давайте вставим ее в композицию. Отодвинем ее начало куда-нибудь на 9 кадр, например. Как мы видим, она довольно большая. И поэтому давайте подгоним ее размеры. Во-первых, давайте отразим по горизонтали. И теперь можно настраивать размеры. Теперь нужно ее правильно расположить, чтобы она не выходила за пределы машины. И заанимируем положение и rotation. И сменим режим наложения на Add. И немного уменьшим непрозрачность. Примерно процентов до 75. Смотрим результат. Можно даже еще немного уменьшить, процентов до 70. И добавим еще один элемент на колесо. И выберем этот элемент в разделе Electricity. Electricity 38 Charge. Воспроизводиться будет он с самого начала. И нам нужно будет настраивать его Scale и Position. Все как обычно. Вот так аккуратно подгоняем по размерам, перемещаемся немного вперед и снова подгоняем. И так далее. И у этого слоя режим наложения выберем Screen. Давайте посмотрим результат. И посмотрим всю композицию целиком.
И получилось неплохо. Можно переходить ко второй сцене. Переходим ко второй сцене. Здесь видео уже заготовлено. Осталось добавить на него элементы. А первым делом мы добавим такие электрические разряды, которые будут пробегать по контуру вот этого автомобильного номера. Давайте найдем подходящий элемент во вкладке Electricity. И вот он подходящий. Electricity 0.44. Добавляем его. Начинаться он будет где-то вот отсюда, с 24 кадра. И давайте настроим масштаб таким образом, чтобы он пробегал по контуру номера. И теперь нам нужно снова анимировать Position и Rotation, чтобы этот элемент двигался вслед за этим номером. Посмотрим, как это выглядит. В принципе, неплохо. Продублируем этот эффект. Выделим оба слоя и выберем режим наложения Screen. И добавим на оба этих слоя дополнительное свечение. Добавим эффект Glow. И радиус сделаем примерно 200. Скопируем этот эффект и вставим на второй слой. Вот таким образом, чтобы свечение этих разрядов было максимально ярким. Теперь давайте сделаем, чтобы такая полосочка разрядов пробегала вот здесь по капоту, по вот этой линии. Выберем вот этот элемент. Давайте вставим его. Теперь его снова придется растянуть и немного искривить при помощи эффекта Mesh Warp, как мы уже и делали. Давайте для начала настроим масштаб. Расположим примерно вот так пока что. Откроем Position, поставим ключевой кадр и откроем Rotation, поставим ключевой кадр. И добавим эффект Mesh Warp. Опять же, эффекта Mesh Warp уменьшаем количество линий. 2 на 2 сделаем. И теперь искривляем нужным нам образом. Давайте посмотрим. И на этот слой также добавим такое же свечение и продублируем его. И у обоих слоев включим режим наложения Screen. Смотрим снова. Теперь такую же полоску давайте добавим вот сюда. Просто продублируем этот же слой. Сдвинем его немного, буквально на пару кадров вперед. И отодвинем вот сюда вниз. И придется у него поменять настройки Mesh Warp, и Rotation, и Scale, конечно же. Удалим все ключевые кадры.
Посмотрим, как выглядит. Можем немного увеличить масштаб. И делаем все то же самое. Снова дублируем слой. И теперь нам снова понадобится этот же элемент. Снова его дублируем. Расположим еще немного дальше. Давайте снова удалим все ключевые кадры позишена. Немного уменьшим его масштаб. Расположим по вот этой линии. Но сделаем так, чтобы эти разряды находились как бы за номером, и поэтому нарисуем маску на этом слое. Давайте вот в этом месте нарисуем маску. Тут ничего сложного. Вручную рисуем вот такой прямоугольник. Маску, возможно, придется немного заанимировать, поэтому давайте посмотрим. Давайте заанимируем Mask Pass. Подровняем немного эту маску в тех местах, где она съезжает. И маску инвертируем. И не забываем заанимировать Position. А также Rotation при необходимости. Давайте посмотрим теперь, как выглядит. С этим слоем делаем также, дублируем. Ну, режим скрин у него уже включен, и Glow тоже есть. Разве что давайте настроим у него Mesh Warp. Немного изменим. Добавим еще несколько таких электрических линий, которые будут разбегаться вот сюда в стороны от значка. Добавим вот этот элемент. И давайте настроим его расположение и масштаб. Снова анимируем Scale, Position и Rotation. И теперь на этот слой еще добавим эффект Mesh Warp. Количество линий менять не будем, оставим таким, какое есть. Посмотрим, как выглядит. Давайте скопируем эффект Glow, вставим на этот слой
И продублируем сам слой. И включим у него режим наложения Screen. Теперь давайте добавим какой-нибудь круглый элемент на сам вот этот значок. Снова переходим в расширение и выбираем вот этот Electricity 38 Charge. Сдвигаемся на 4-й кадр. И подгоняем этот элемент так же, как и в предыдущей сцене, где мы этот же элемент подгоняли под колесо. То есть настраиваем Scale и Position. Давайте снова глянем, что получилось. С этим слоем делаем все абсолютно то же самое. Также увеличиваем яркость свечения и дублируем сам слой и включаем режим Screen. Теперь на вот этот круглый значок добавим еще один элемент. В разделе Energy давайте его найдем. И выглядит он вот так. Его теперь тоже придется также подогнать по размерам и заанимировать. Смотрим результат. И опять же добавляем Glow. И дублируем слой. Теперь давайте добавим такие разбегающиеся в стороны вертикальные полосы. Вот сюда же. Это снова из раздела Electricity. И вот нужный нам элемент. Добавляем его в композицию и опять же настраиваем. Ничего сложного, все то же самое. Снова добавляем Glow и снова дублируем. И добавим еще последний элемент, чтобы из вот этого круглого значка был такой взрыв под конец. Примерно на вот этом моменте где-нибудь. Перейдем в раздел Energy. И найдем вот этот элемент. Давайте добавим его. И теперь давайте увеличим масштаб, чтобы не было видно вот этих границ.
Смотрим снова. Меняем режим наложения на скрин. Теперь давайте создадим новый Solid белого цвета. Давайте его обрежем. Примерно вот так. И нарисуем на нем маски. Сначала отключим у него видимость. Выделим слой и возьмем Pen Tool. И обведем фары. И теперь эти маски надо заанимировать, чтобы они следовали за фарами. Теперь добавим на этот слой свечение. И продублируем этот эффект. У верхнего сделаем примерно 120 радиус свечения, а у нижнего 350. И теперь нам нужно заанимировать opacity. Давайте поставим ключевой кадр. И сразу переведем его в режим Toggle Hold Keyframe. Через пару кадров, допустим, значение становится 0. Еще через некоторое время снова 100. И так дальше. До конца этот слой заанимируем. Смотрим результат. Давайте продублируем этот слой. Удалим с него все маски. И растянем на всю длину композиции. И сделаем этот слой редактирующим, то есть Adjustment Layer. Нажмем вот эту кнопку. Оставим один эффект Glow, и у него радиус сделаем 900. То есть еще наложим один эффект Glow на вообще все слои. Давайте посмотрим композицию с самого начала. Очень даже неплохо получилось. И теперь давайте объединим эти две сцены. Закинем обе сцены в эту композицию. Во-первых, давайте добавим переход на вот этом стыке. Сюда больше всего подойдет какой-нибудь огненный переход, поэтому давайте откроем вкладку с транзишенами и выберем категорию Fire. Сюда подойдет какой-нибудь вот такой быстрый переход. Давайте поставим курсор на нужный момент и вставим этот транзишн. Как мы видим, он автоматически поставился на нужное место. И давайте при помощи стретча немного ускорим этот переход. Он, конечно, и так быстрый, но нам нужно сделать его еще быстрее. Стретч сделаем 70%. И теперь при помощи какого-нибудь перехода мы можем зациклить анимацию, добавив начало перехода вот сюда, в конец, и оставшуюся последнюю часть перехода добавить в начало. Давайте сделаем так. Добавим вот этот самый первый огненный переход. Добавляем его. Перетащим вот сюда. Смотрим результат. Давайте где-нибудь на вот этом моменте нажмем Ctrl-Shift-D
и перетащим вот эту оставшуюся часть перехода в начало. Вот, допустим, с этого момента. И здесь тоже сделаем 70%. Давайте у этих переходов сделаем дым более подходящего цвета под нашу композицию. Зайдем в композицию с переходом и выберем слой Control. И давайте поменяем цвета. Этот сменим на такой очень темный серый, ближе к черному даже. А этот цвет сменим на более такой светлый серый. Давайте посмотрим композицию полностью. Вот так легко мы украсили видео, сделали их более динамичными при помощи таких рисованных эффектов из расширения Artifx Generator. При помощи Artifx Generator можно создать еще много подобных видео. Тут есть эффекты для самых различных ситуаций. А самое главное, вы это очень легко можете добавить в ваш проект. А также каждый эффект имеет множество настроек для кастомизации. И на этом у меня все. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. До встречи в следующих видео. Wow, that looks awesome.